Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю знаменитое, любимое всеми с детства печенье курабье, или как еще оно называется, курабье бакинское. Печенье по этому рецепту получается необыкновенно просто вкусное, рассыпчатое, хрустящее. Печенье, которое тает буквально во рту и готовится очень просто и очень быстро. Гораздо быстрее, чем можно себе представить. Замешивается тесто буквально за пару минут и готовится оно из самых простых и доступных продуктов. Я подробно вам расскажу все нюансы, чтобы сразу у вас это печенье получилось с первого раза. Итак, для теста нам понадобится 2 белка от 2 крупных яиц и 1 целое крупное яйцо. Белка весом я беру от 2 яиц 80 грамм, плюс 1 целое яйцо весом без скорлупы 60 грамм. То есть в общей сложности 120 грамм белка и 20 грамм желтка я беру. Добавляю к яйцам сейчас щепотку соли и 8 грамм ванильного сахара. Быстро перемешиваю, отставляю пока в сторону. Здесь у меня 360 грамм размягченного сливочного масла. Повзбивала пару минут, добавляю к маслу 200 грамм сахарной пудры. И все это взбиваю сейчас до побеления и до пышности. Примерно минуты 3. Будет такая гладкая, красивая, объединившаяся масса. После того, как масса вот такая стала пышная, глянцевая, я добавляю туда всю яичную смесь. И сейчас тоже взбиваю до пышности и до однородности. Примерно, может быть, 1,5 минуты. Это в моем случае. Здесь все будет зависеть от ваших продуктов и от вашего миксера. Забыла сказать, что яйца, естественно, тоже комнатной температуры мы берем. Сейчас венчики у миксера я убираю, они нам больше не понадобятся. Просеиваю сейчас в массу я 600 грамм муки. Мука у меня совершенно обычная здесь, не сильная. Муку обязательно нужно просеивать. И заметьте, разрыхлитель я в это тесто не добавляю, потому что в классическом советском рецепте разрыхлитель в это печенье не добавлялся. Если же вы новичок и очень сомневаетесь, что у вас тесто не поднимется, вы можете добавить на все это количество теста половину чайной ложки разрыхлителя. Не больше, потому что это будет чувствоваться во вкусе. И здесь такое огромное количество белка, что это тесто благодаря белку поднимется просто превосходно. И печенье будет очень рассыпчатое, хрустящее, тающее буквально во рту. Сейчас насадками спирали я перемешиваю очень быстро всю эту массу, просто до объединения. Ничего долго здесь я не вымешиваю. Как только объединилась слегка масса, я со дна и со стеночек посуды собираю все это лопаткой, чтобы не затягивать эту массу. Прохожусь еще буквально несколько секунд миксером и прекращаю уже взбивание. Итак, вот такое тесто пластичное, очень хорошее получается. Я буду использовать здесь 2 кондитерские насадки 7FT и C10. Вы же здесь можете использовать любую крупную кондитерскую насадку звездочка, будь то открытую или закрытую, главное, чтобы она была вот такая крупная, как я вам показываю в видео. Еще можно здесь использовать насадку номер 336, которую мы часто используем для отсаживания зефира. Наиболее приближенный к тому советскому виду у этого печенья, если его отсаживать, вот именно из насадки C10. Поэтому в основном все печенье я буду отсаживать именно этой насадкой. Я думаю, что это не принципиально важно, но если у кого-то она есть, вы можете ее использовать. То есть насадки крупные, где-то по 2 см на выходе. Противень я застелила обычной силиконизированной бумагой для выпечки. И вот смотрите, как я держу кондитерский мешок. То есть я беру тесто в мешке, чтобы мне его удобно было держать просто в ладони. Остальное тесто, остальная масса теста у меня как бы надвисает в этом кондитерском мешке. Так работать гораздо удобнее. Конечно, кондитерский мешок здесь следует брать более прочный, чем вы используете обычно. Я думаю, что это и понятно. Но тесто очень пластичное. Оно очень хорошо выдавливается из кондитерского мешка. Печенье обязательно отсаживаем друг от друга вот на таком хотя бы расстоянии, потому что оно будет увеличиваться в объеме. Я отсаживаю вот такие розеточки. Сейчас пальчиком я делаю просто углубление в центре, не до конца, чтобы было как бы у нас донышко еще из теста. Тесто абсолютно не липкое, то есть очень удобно, оно очень пластичное, оно как будто лепится, поэтому очень удобно делать эти углубления. И здесь я буду использовать джем. Здесь у меня смесь клубника и красная смородина. Джем качественный берите. Джем нужно брать
желательно на пектине, чтобы у вас идеальная потом была поверхность у серединки печенья, чтобы он у вас не растекался. То есть качественный, просто берите джем на пектине. И желательно с кислинкой. По поводу времени и температурного режима выпечки я буду говорить сейчас в процессе видео, потому что здесь очень быстро меняются кадры, и я в процессе сейчас все объясню. Итак, первая партия у меня уже отпеклась, пекутся они буквально 11 минут, и вот столько противней у меня будет выпекаться. И сейчас я спокойно вам расскажу про режим выпечки. Здесь я использую насадку 7FT, чтобы просто вам показать, какой орнамент выходит из этой насадки. Печенья будет много. Вот из этого количества теста, если вам не нужно столько много печенья, вы можете использовать просто половину этой порции. Здесь все элементарно просто. Печенье это настолько вкусное, у кого большая семья, то я советую готовить именно эту порцию. Из кондитерского мешка я наполняю каждое вот это отверстие и убираю выпекаться. Итак, первые 10 минут я выпекаю на режиме вверх-вниз без конвекции. И еще 1 минуту, 11-ю, я выпекаю на режиме с конвекцией тоже при 200 градусах Цельсия, чтобы подзолотились именно ребрышки у печенья. Оно прекрасно пропекается тогда и не растекается джем. Конечно же, здесь по температуре нужно смотреть именно индивидуально по вашей духовке. Возможно, что в вашей духовке понадобится всего лишь 180 градусов Цельсия или 190. Я знаю мою духовку, и в ней это печенье прекрасно выпекается именно на 200 градусах Цельсия. Здесь, когда я уже использую повторно уже использованную бумагу для выпечки, она же пропитывается маслом от предыдущего печенья. И поэтому, конечно, вот это печенье новое отсаживается уже труднее, потому что оно тянется за насадкой из-за промасленной поверхности уже бумаги для выпечки. Итак, все печенье я отсадила, отпекла. Делается оно элементарно, просто и быстро. Вот такая красота у меня в итоге получилась. Джем не растекается. Вот так выглядит печенье, отсаженное насадкой 7FT. И вот в этой форме для запекания, в стеклянной, это выглядит печенье, отсаженное из насадки C10. Мне кажется, вот насадка C10 это именно более приближено именно к тому виду печенья курабье, которое мы помним с нашего детства. Вот такая гора печенья получилась. Печенье получается необыкновенно просто вкусное, рассыпчатое, хрустящее, звонко хрустящее, я бы сказала. Как это и было в нашем детстве. Очень ароматное, сливочное, вот такое оно красивое, все пропеченное, вот такие красивые у него донышки. Здесь очень хорошее количество джема. Я здесь намеренно не добавляла сверху потом джем уже на выпеченное печенье, потому что по классическому рецепту и способу производства джем сверху не наливался, а именно запекался в духовке вместе с печеньем. Джема уйдет здесь от 200 до 300 грамм. Это все очень индивидуально, это как вы будете отсаживать. Я это все напишу в описании. Вот такое оно рассыпчатое, видно это, я показываю это наглядно. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.